Здравствуйте, дорогие мои подписчики! Хочу представить вам очень интересный и полезный канал моей сестры Аллы Гавриловой. На своем канале Алла представляет свои работы по декору и декупажу бутылок, тарелок, ключниц, леек, фоторамок и очень много других предметов. Рассказывает, как обновить старые надоевшие предметы интерьера, декорирует столы, стулья, обновляет холодильник, дает вещам новую жизнь. Также вы найдете на ее канале очень много нужной и полезной информации по посадке и выращиванию цветов, овощей и растений. Алла дает очень много полезных и ценных советов. А еще Алла спасает бездомных животных и пристраивает их в любящие семьи. Заходите, посмотрите, подписывайтесь на канал Аллы Гавриловой. Ссылочку я оставлю в описании. Спасибо. А теперь приступим к нашей тарелке. Тарелочка у меня стеклянная, прозрачная. Вот. Сначала ее, как всегда, обезжириваем, и я ее грунтую на 2 слоя белой акриловой краской. Чтобы с обратной стороны тарелка была абсолютно белая. Распечатала картинку. Картинка у меня была анимация, но она мне так понравилась, что я подумала, попробую распечатать. Вдруг получится. Картинка получилась, и наклеиваю ее на клей ПВА. Хорошо выгоняем воздух. Сверху я промазываю также клеем ПВА и еще пальчиком проверяю, чтобы никакого воздуха не осталось, и особенно краешки. Действуем от середины к краям. Картинку я оставлю на своей страничке ВКонтакте, так что сохраняйте ее у себя, распечатывайте и творите. Когда картинка высохнет, обязательно защищаем ее акриловым лаком. Я покрыла на 3 слоя. Борта тарелки я оклеиваю обычной салфеткой на клей ПВА. Шпатлевка так будет держаться крепче и ничего никогда не отвалится. Вот если края у вас салфетки вышли, после высыхания вы просто сошкуриваете шкуркой их. Теперь накладываем шпатлевку. Сейчас вот это у меня будет небо. Слой где-то 0,2-0,3 мм. Не обязательно его делать ровно, и даже лучше сделать неровно, чтобы была фактура. Заходим на картинку. Обязательно, чтобы вот этот вот край, да, картинки и шпатлевки не бросался в глаза, чтобы все это у нас объединилось. На картинку просто слой шпатлевки делаем тоненький. Вот и шпателем такими как бы движениями делаю тоже фактуру неба, чтобы не было гладко. Здесь я уже накладываю слой шпатлевки потолще. Как бы имитирую такие как сугробики. Вот повторяю все в точности, что вот у меня изображено на картинке.
И накладываю сухоцветы, сухую тую. И мне дарили букеты, там были вот такие вот веточки, очень интересные. Они хорошо высохли, и такие листья плотные, не крошатся, не сыпятся, не ломаются. Прямо прелесть. И думаю, вот и вам советую, надо зайти в цветочный магазин и посмотреть, что там они еще продают, может что-то интересное. Высохла абсолютно быстро в книге. Между листочек я положила, и она высохла очень быстро, эта веточка. Не забываем заходить обязательно на картинку, чтобы объединить, повторюсь, шпатлевку и нашу картинку. Стараемся сделать как бы разный рисунок, чтобы у нас все выделялось. Видите, вот там дорога как бы идет, а здесь вот сугробы. И вот я дорогу продолжаю делать. И с этой стороны тарелки я также буду накладывать сухоцветы. Даем шпатлевке потом хорошо высохнуть, и лучше при естественных условиях, то есть при комнатной температуре, не около батареи. Видите, даже сами листочки интересные такие. Когда высохнет, на шпатлевке бывают такие острые края. Вот я влажной тряпочкой просто как бы их протираю, и они легко убираются. Влажной тряпочкой или влажной губочкой. После высыхания делаем это. Теперь вот я шпатлевку покрываю слоем ПВА. Это нужно для того, чтобы при окрашивании шпатлевка меньше впитывала в себя краски. Расход краски просто будет меньше. Вот, а сухоцветы покрываю одним слоем акрилового лака. Тоже самый эффект, то есть наши сухоцветы не размокнут от влажности краски. И даем хорошо высохнуть. А сейчас вот приступаем к подкрашиванию, к подрисовке. Здесь вот у меня была на картинке линия заката. Я ее делаю поярче. Добавляю еще немного оранжевой краски.
Небо окрашиваю просто синей акриловой краской. Немножечко захожу на желтую краску прям такими штришками, чтобы не было это одной, да, полоской вот прямой. Теперь вот видите, я заготовила белую краску, розовую, синюю и фиолетовую. Все эти цвета присутствуют на картинке, только в более нежных, да, тонах. Вот, и я начинаю окрашивать. Сначала наношу слой белой краски небольшими участками, а потом уже начинаю добавлять розовый, там синий, фиолетовый, исходя вот прямо из рисунка. Просто продолжаю цвета, какие на картинке. Этому моменту я вот уделила здесь побольше времени, потому что, ну, это нужно как бы понять, как это делать, потому что я это тоже научилась вот, можно сказать, недавно. И здесь можно красить, 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 то есть добавлять, добавлять, пока вы не добьетесь нужного результата. Если где-то что-то у вас на картинке вы помарали не так, да, можно всегда стереть. Мы же все покрыли лаком, защитили.
Вот так вот у меня получилось. И в конце я все-таки покрыла сухоцветы немножечко поярче синей краской. А теперь край тарелки тоже губочкой покрываю синей краской. Это нужно для того, чтобы как бы у тарелки получилась завершенность и появилась глубина. Темный край дает такую зрительную глубину. После высыхания опять же губкой и белой акриловой краской наносим снег. Губку лучше делать полусухой. Лучше вы пройдете на 2, там на 3 раза добавите где-то, да, какие-то участки, чем у вас будут белые жирные пятна. Потому что если вы начнете стирать, это уже все размажется, в общем, можно испортить. И сразу видите, выделяется вся фактура. Заходим также немножечко на нашу картинку. Когда у меня все краски высохнут, я покрыла одним слоем акрилового лака тарелку. Когда этот слой высохнет, я добавила в лак блестки белые, но они такие как бело-прозрачные, мерцающие. И покрываю уже вот последним слоем лака с блестками. И создается такой эффект мерцания. Эти блестки в глаза не бросаются, когда просто смотришь, а при повороте тарелки очень красивое мерцание. И делаю подвес. Просто жидкие гвозди, обезжиренная монетка и джутовая веревочка. Спасибо вам большое за просмотр, за ваши положительные комментарии. Вот, пишите, делаете вы работы, не делаете по моим мастер-классам, получается, не получается. Спрашивайте, если что-то не получается. Всегда отвечу. Спасибо вам большое, до новых встреч.